Witam Państwa bardzo serdecznie na swoim kanale. Jak widzicie, dzisiaj nie jestem sama i w dzisiejszym odcinku chcę przedstawić Wam swoją koleżankę z Azerbejdżanu, Laman, która między innymi jest moją najlepszą nauczycielką z języka angielskiego. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce, o Polakach, o pierwszych wrażeniach, zaskoczeniach, doświadczeniach, o wszystkim. I nie zapomnijcie włączyć napisy w języku polskim, dlatego że dalej będziemy mówić по российsku. Расскажи, пожалуйста, для начала немножко о себе, чем ты занимаешься в Польше, как давно ты тут живешь? Привет всем, меня зовут Ламан, мне 22 года. Я из города Баку, из Азербайджана, как упомянула Дарья. На данный момент я в Польше уже на протяжении 1 года, и здесь я учусь в университете Высшей школы бизнеса, это WSB в Кракове. На данный момент я работаю учителем языков, как английского, так и китайского, а также переводчиком из дома. Да, так вот. Почему ты вот выбрала Польшу учиться именно здесь? Для меня Польша показалась хорошим вариантом, так как это достаточно выгодное образование, это дешевое образование и при этом хорошего качества. То есть по сравнению с другими странами, например, там, с Австрией, с Германией, достаточно дешево. Ну да, качество получается точно такое же. Да, качество точно такое же. И учишься ты на английском? Да, я учусь на английском на данный момент. Мне очень нравится на самом деле, потому что чем отличается образование в Азербайджане от образования здесь, в Польше, я замечаю, что учителям придается большее значение здесь, то есть зарплаты, как я знаю, здесь выше у учителей. Также учителями являются не 70-летние люди с устаревшей теорией, а достаточно молодые представители, которые уже чего-то сами добились, и они дают тебе возможность мыслить по-своему, высказывать свое мнение и также создавать собственные проекты, благодаря чему ты учишься, ты действительно учишься чему-то новому. И они стараются тебя держать заинтересованным в уроке. Даже так. Расскажи, пожалуйста, что тебе вот вообще нравится там, в Польше, в Кракове, может быть, в других городах? На самом деле мне очень нравится, что здесь очень много возможностей для развития именно выпускников школ, выпускников университетов. То есть для молодых людей здесь возможностей куча. Мне очень нравится, вот чем отличается Польша от Азербайджана, тем, что здесь зарплаты намного выше и цены намного ниже. Это очень выгодно, на самом деле, в финансовом плане и экономически в целом. Также то, что здесь можно продвигаться по карьерной лестнице. То есть это не так, что ты, допустим, устроился на одну должность и проработал там 40 лет, а всегда есть возможность как-то продвигаться, и тебе не обязательно нужны связи для этого. То есть я сюда приехала, и без каких-либо связей я смогла устроиться в компанию. Я работала до этого в международной компании. Да, я смогла в нее устроиться без чьей-либо помощи, что удивительно, потому что у нас для этого нужно было бы иметь кого-то. Ну, у нас, в принципе, точно так же. Должен быть брат, сестра, родители. Я работала в такой фирме, где у нас работали, мне кажется, сотрудники все с одного ощедля. Все друг друга знали, кто-то был другом, одноклассником, братом. И это было, конечно, немножко неудобно, потому что если кто-то попадал из внешнего мира, он становился козлом отпущения, он всегда был, допустим, во всем виноват. Если что-то не так в фирме, то будет виноват тот, кто вот пришел без родственных связей. Ты в Польше уже живешь год, да, учишься, работаешь, но как вот тебе вообще здесь атмосфера весь этот год в Польше? Чувствуешь ли ты себя, может быть, как дома? На самом деле, я очень быстро свыклась с Польшей. Единственное, с чем я не свыклась, это, скорее всего, с климатом. То есть у меня шла очень долгая акклиматизация, то есть я очень часто болела. Я не успевала вылечиться от одного гриппа, как начинала болеть другим. То есть холод здешний, как для восточного человека, это что-то нереальное.
Это здесь очень холодно, несмотря на то, что я одевалась просто в 3 слоя. Там были колготки, там была пижама, там были штаны с внутренним прогревом. Ничего не помогало. Получается, настолько не привыкшая, настолько, да? То есть зимой у нас 15 градусов, 14 градусов. То есть не так холодно. А здесь минусовые температуры, и я просто с ума сходила. Но на Украине холоднее. Допустим, у нас в Донецке было зимой минус 25. Снега, в принципе, так же, как и в Польше, но холоднее. И лето у нас намного жарче. У нас так 40 летом, минус 25 зимой. Поэтому я хоть и была привыкшая к морозу, но вот погода, то, что постоянный дождь, очень часто пасмурно немножко, да, надо было к этому привыкнуть. И по поводу болезни у нас была точно такая же ситуация. Мы когда приехали, может быть, новый город, новая страна, новые какие-то микробы, мы весь год тоже так болели, а потом было нормально. И вообще, вспоминая свой первый год в Польше, это было так, вау, постоянно какое-то удивление, восторг. Я постоянно мужу говорю, посмотри, как тут красиво, посмотри, вот там, не знаю, костюм моряцкий, а мы тут живем. Ты себе вот представляешь? У меня какой-то первый год прошел в эйфории, и я его даже не заметила, можно так сказать. Я с тобой насчет этого согласна. Здесь очень красивая природа. Несмотря на то, что в Азербайджане тоже очень красивая природа, но большинство территорий это... Я не географ, я могу ошибаться, но это территории полупустыни, сухих степей. То есть у нас растительность на Кура-Арасской зоне, а это большая часть территории страны, она очень скудная. То есть там в основном кустарники. И красивые места можно увидеть там на Большом Кавказе, на территории Большого Кавказа, на территории Малого Кавказа, там Талышских гор, да. Но в основном, то есть это полупустыни, сухие степи. А здесь очень много растительности в самом городе, даже в Кракове, даже в той же Варшаве. То есть я туда часто езжу. Там, да в целом в Польше очень много растительности. Парков очень много строят, да. И меня это очень сильно в приятном смысле поразило. Потому что столько зелени, столько красоты, и это чудесно на самом деле. То есть всегда есть место, куда можно пойти, расслабиться, отдохнуть, посидеть. Да, даже в самом центре города вокруг этот прекрасный парк для детей, куча мест отдохнуть, поиграть, детских площадок в тенечке. У нас тоже в городах не особо можно найти много растительности. Какой-нибудь один парк, но в основном будут кафе, чтобы люди зарабатывали деньги, а так, чтобы кто-то отдыхал, никого это не интересует. И в Польше они молодцы, поляки, тем, что занимаются тем, чтобы было место отдохнуть, особенно в жару. Даже я знаю, что некоторые города, и Краков тоже участвовал в конкурсе «Самый зеленый город Европы». Да, даже такое вот есть. Ну вот, а кроме погоды еще что-то было такое, к чему надо было прям привыкнуть, может быть, или еще привыкаешь? Скорее всего, это к культуре туалета. Да, потому что, допустим, в моей стране ты постоянно должен мыть руки, у тебя постоянно есть такая вещь, как автофа и биде. Да. Здесь, к моему удивлению, я этого не нашла, и меня очень сильно поразил тот факт, что поляки пользуются только туалетной бумагой. Да. То есть для меня, я до сих пор к этому привыкаю, я к этому не могу привыкнуть. Ну да, я понимаю. У нас, кстати, на Украине тоже такого нет, у нас просто туалет, и у нас очень часто туалет и ванна вообще отдельные. Ты должен выйти из туалета, помыть руки, уже зайти в другое помещение. Может быть, какие-то современные дома строят вместе, но у нас было... Еще скажи, пожалуйста, было ли что-то такое, вот ты приехала, и тебя это прям вот удивило, ты не ожидала этого увидеть здесь? Ой, на самом деле... Я расскажу такую историю. Когда я только приехала, я должна была поехать в отель, в котором должна была оставаться. И, значит, я заказала такси, мне с вещами помогла подруга, она приехала к аэропорту, чтобы перевезти эти вещи. И, значит, мы едем в такси, и я вижу, что-то перебегает дорогу. Что-то такое маленькое, темненькое. Я думаю, ладно, котенок. А потом мы начинаем
проезжать этого котенка, я понимаю, что это белка. И я в таком невероятном шоке, что я просто нагнулась, я выглянула из этого окна, и я просто смотрела вслед этой белки, что, о боже мой, неужели это белка? Я человек, который, я искренне признаюсь, видела диких животных только в зоопарке. И для меня это огромный шок. Иногда замечать, что дикие животные находятся в центре города. Элементарно даже один раз зимой я возвращалась домой с работы, значит, и в то время под Вавелем, как я знаю, находились лисы. Они зачем-то туда пришли. И я просто сидела в своем телефоне на остановке, я вижу, как передо мной пробегает что-то, а потом я только заметила, что это была лиса, а не собака или еще что-нибудь. Ничего себе. Да. Еще очень сильно удивляет и радует, что здесь нет бездомных животных вообще, и что люди так любят животных, это просто греет душу, это настолько чудесно. Ну да, любого песика из приюта, не надо, чтобы у него было родословное, чтобы он был там коронованный, титулованный, как у нас. Вот главное, что купить его задорого, такого красивого, и всем показывать, да, любого кунделька каждый себе приютит. Мы первый раз здесь увидели оленя. Мы выехали за город в такой большой магазин Factory, торговый центр, и увидели таких скачущих оленей. Это было вообще каким-то диким восторгом. И когда был карантин, мы шли от нашего дома тоже в торговый центр Бонарка, тогда не было людей, и тоже видели как раз с ребенком, повезло ему увидеть настоящего оленя. Кто-то слышал, тоже попадал в Кракове даже на кабанчиков таких маленьких. Я видела только видео, что такие ходят в Гданьске, тут сама не встречала, наверное, бы даже испугалась, если бы увидела такого кабанчика. Скорее всего, я бы тоже испугалась. Я пугалась всего буквально первое время. Такое вот большое отличие, да? Да, очень большое отличие. То, что растительности много, то, что вот эти вот дикие животные в городе, это для меня, как для бакинки, это шок, на самом деле. Еще меня очень приятно радует тот факт, что здесь именно мужчины, поляки, они очень заинтересованы и очень задействованы в воспитании своих детей. То есть элементарно первый месяц, когда я старалась изучать город, я выходила часто, чтобы посмотреть достопримечательности. Я замечала, что очень часто с детьми гуляют отцы. Допустим, там они просто бегают вместе, во что-то играют, на велосипедах катаются. Для меня это был такой приятный сюрприз. Потому что на Кавказе, в особенности в Азербайджане, отцы так много не проводят времени со своими детьми, но их тоже можно, с одной стороны, понять, потому что отец является главным добытчиком, и обычно они работают с 8 утра до 8 вечера, то есть это почти 12-часовой рабочий день. И зарплаты, они как бы мужчин и женщин, они очень сильно отличаются, варьируются. И, следовательно, из-за этого главным как бы доходом является зарплата мужчины в семье. Да, и из-за этого можно понять, что они приходят уставшие, у них уже не бывает сил ни на что, да, то есть проводить время с детьми они уже не имеют сил на это, к сожалению.